Всем доброго раннего утра, друзья мои. Вы знаете, сегодня я задумалась над интересным таким размышлением. Вот дети, которых любили в детстве, они считали самым безопасным местом дом под крылом родителей. Дом, любимый дом, игрушки, комната, их угол, их книги, вещи и так далее. Дом. И, конечно, заботливые родители всегда звали домой, как только вечерело, как только сумерки начинались. Всегда спрашивали, что поел, как успехи в школе. Ребенок чувствовал себя нужным, любимым и в безопасности дома. А ребенок, которого не любили, не спрашивали, как успехи, не интересовались жизнью, и боль и переживания ребенка не считались чем-то серьезным для родителей. Где безопасное место этого ребенка? Дом, комната, куда заходит пьяный отец и пепельницей бьет наотмашь. Мать, которая проклинает и ждет твоей смерти и просит, и в каждом слове говорит, чтобы тебя не было на свете, чтобы тебе там переехала машина, и чтобы ты заболел и сдохла, и всякое такое. Начиная с малых лет, когда ты еще... такие слова вообще не заслуживает, наверное, ребенок никакой. А уж тем более ребенок маленький, который еще в этом мире не совершил никаких преступлений и слушает такие слова. Вот будет ли этот ребенок чувствовать себя безопасным в доме? Будет ли для него дом ассоциироваться с местом безопасности, уюта, любви и так далее? Конечно, нет. И что делает этот ребенок всю свою жизнь, уже вырастая в том числе? Он сбегает, и каждый по-своему сбегает. Кто-то прям в буквальном смысле убегает из дома его, ищут, находят через полицию, милицию, и подобные подлые родители, они все делают намеренно и продуманно, когда они просят прощения в старости, мол, не понимал, был молод, глуп, не верьте. Они все делают продуманно, они подготавливают почву, потому что для того, чтобы вдруг никто не узнал о том, что ты жертва психопатов, нужно заранее сделать что? Заранее выставить тебя лгуней. Ты много придумываешь, сочиняешь. Она все время сочиняет, придумывает, выдумывает. Ей верить нельзя. И когда ребенок постоянно жалуется, во-первых, общество такое, что они не хотят лишний раз, скажем так, утруждать себя тем, что думать о ком-то, помочь кому-то. И вот эти постоянные фразы общества: тебе что, больше всех надо? Это их семья, сами разберутся, ты еще и будешь крайней и так далее. Вот эти вот подлые фразы, которые придумали такие же подлые существа, они очень хорошо работают, когда не хочется ничего делать. Когда проходят мимо котенка, собачки раненые там, или голодные, умирающие, и говорят подобные люди, но не человеки. Мол, природа возьмет свое, если не суждено, не выживет, так надо, это правильно, это естественный отбор. Но если они подойдут, заберут, вылечат, помогут, выкормят, оставят у себя или пристроят, то природа совсем по-другому поведет себя, не так ли? Природа нашими руками помогает зачастую. Но так удобно. Как бы
прошел мимо, ну, природа свое возьмет и спокойно. И совесть, которая давно уже умерла внутри, тоже успокоилась этими фразами. Как там, у меня совесть чиста, я ни разу ей не пользовался. Также и общество. Многие знают, когда с ребенком случается беда, когда ребенок взялся за нож и прирезал родителей, и вот общество осуждает, и судят, и сажают, и вот это общество, которое все это видело, знало и молчало, потому что так удобно. Помните сестер Хачатурян, как подлая родня вся? Он был святой человек, замечательный человек, святой человек, который продавал порошок смерти, святой человек, который имел огромное количество любовниц, который выгнал свою тупую женушку, которая свою задницу спасла, главное, а детей оставила. Святой человек, который там носил килограммовый крест, но не гнушался всеми содомейскими грехами мира, который потом в итоге оказалось, что насиловал этих девочек. Святой человек, который со своими детьми, девочками разговаривал словами «сосать, пересосать». Святой, святейшая душа. Наше лицемерное общество ценит внешние атрибуты. Сколько поклонов в церкви бьют, сколько там денег родственникам отдали, чтобы, купили их молчание. И оказалось, что все знали. Знали соседи, знали участковые, знали все. И для того, чтобы сейчас себя оправдать, обелить, они начали топить этих девочек. Знаете, кто спас этих девочек? Общество. Общество своим. Потому что общество очень много может решать своим голосом. Общество не дало в обиду этих девочек, хотя отказались от них и своя нация, и свои родственники. А вот общество, русское общество, российское общество просто поняли этих детей. Поняли, что у них уже были психические проблемы. Когда ребенку страшно у себя дома, и говорят, вот они не ухаживали за своим домом, квартирой, не убирали. Знаете почему? Во-первых, потому что не было воспитания, не было матери. Отец нелюдь, который был в семье. И во-вторых, то место, которое ты не любишь, ты не украшаешь, не убираешь, не очищаешь. Ты не любишь это место. И ты там порядок не наводишь. И вот все вокруг знали об этой беде, и никто ничего не сделал. Палец о палец не ударили. До того момента, пока эти дети сами не порешали. Они закрыли источник боли. И я вас уверяю, что в тюрьме этим девочкам было гораздо лучше, чем в доме и в семье. Это очень страшно, но это истина. Есть места, которые для других людей считаются ужасом и страхом, но которые для детей загнанных, затравленных, безопасные места. Так вот, почему дети из самых страшных слоев общества, не низких, потому что, предположим, мои родители были учителя, это не бомжи были конченые, это были уважаемые учителя, которых все знали, любили и как очень такой имели вес в обществе. Почему дети затравленные, избитые, ненавидимые своими родителями из этих слоев общества добиваются большего, чем дети, которых любили, ласкали, обожали, целовали, миловали и так далее? И я задумывалась над этой причиной, много всяких причин, много психологических причин. Они там более крепкие, закаленные, да. Но не это основная причина. Есть внутренний мир, это дом, семья, безопасность. Есть внешний мир, ночь, темнота, заброшки, кладбище, лес, улица. Вот там опасно, там страшно.
А дома хорошо, дома тепло, мама с папой принесут, покушать дадут, купят игрушки, тортик, посидят, посмеются, со мной фильм посмотрят, мультик включат. Хорошо дома. А вне дома страшно. А теперь на секунду представьте, ребенок домашний, любимый, вдруг попадает в этот мир, незнакомый для него. Он боится жизни. Слишком обласканные дети, не приспособленные к жизни. Очень редкий случай. Хотя, с другой стороны, обласканные дети, например, тиранию терпеть не будут. И девочки. И это чувствуют мужья, которые берут их в жены. Что это не те, которые будут их терпеть. Поэтому они ведут себя соответствующие. В твою жизнь притягивается не то, чего ты боишься, как люди говорят. Вот чего боишься, то... Нет, не так. В твою жизнь притягивается то, что ты сможешь вытерпеть. Вот поэтому дети, которые из таких семей, они встречают таких же, они выходят за таких же мужиков. Почему? Потому что они могут это вытерпеть. Вот им и дается. Как только ты не согласна вытерпеть, больше не будут тебе таких давать, все закончилось испытание. В любом случае, дети, которых очень любили в семье, повторюсь, не добьются таких успехов, как дети, которые были нелюбимы, гонимы, которых просто давили, душили, уничтожали даже не под ногами, под копытами их чертовскими. Понимаете, вот эти черти, которые в обличии человеков назывались родители, вот они вот когда топчут душу с малых лет, то дом становится местом опасности, и местом уюта становится заброшка, могила, кладбище, улица, дороги, чужие люди, компании сомнительные, незнакомые дома, в которых остается этот ребенок для того, чтобы не идти домой. И вся моя жизнь – это улицы, кладбища, заброшки, это дороги, это чужие компании, чужие ребята, люди, это вокзалы, это почты, когда работали они ночные, это берег реки, это заброшенные кладбища, это заброшенная церковь, это заброшенные недостроенные дома. Вот это моя жизнь. Там было уютно, спокойно, тихо. Я там жила. Потом, когда уже стала чуть старше, взрослее и начала понимать, что не просто уходить нужно, а нужно работать. Нужно это использовать себе во благо, вот этот уход. Я начала уезжать и брала работы гида, значит, по Золотому кольцу. Возила дельфинарии. Цирки Шапито была администратором. Детские театры, представления по городам России. Ну и сейчас есть, приезжают зоопарки, лунопарки, там цирки, театры и прочее, прочее. Они и сейчас практикуются такая форма бизнеса, работы. И я ездила, договаривалась о месте, где будет это проводиться. Проводили туда свет. Нужно было ездить, значит, в электросети, договариваться, подписать договор. Если возили животных, нужно было в ветклинику, к главврачам ездить, брать справку, показать эти справки. Они ходили, брали анализы у животных, что они все здоровы. Если это лунопарк, то, значит, приезжали эти все МЧСники, проверяли, насколько все безопасно. Если это был дельфинарий, то нужно было в водоканал ездить, чтобы оттуда приезжали работники, приезжали с этими полной воды цистернами, туда выливали. Это все нужно было ставить, делать, квартиры снимать для актеров. Большие деньги, которые тогда не переводились на карту, а нужно было на почте
получать. Даже банковских переводов еще не было. И несколько раз меня пытались ограбить, и за мной шли и прочее. И когда ты не успеваешь, и ночью нужно приехать, оставаться в гостинице с утра, ехать все это снимать, эти все договариваться, эти все квартиры, дома, выслушивать этот мат-перемат рабочих, эти все службы приезжают, с ними договориться. Это, ну, назвать это мужской работой неправильно, мужики не справятся, у них мозгов на это не хватит. Но это очень тяжело. Это рекламу давать, это с директором разговаривать, который не всегда вежлив и достойно себя ведет и прочее, прочее. Но, начиная от заброшек, кладбищ, дорог, леса, чужих квартир, чужих домов, где оставалась, ночевала, потому что дома меня, обещали убить этой ночью, постепенно перешла на то, что все это нужно, время уходит, и нужно работать, нужно развиваться. Поэтому сейчас я не очень люблю путешествовать. Я не хочу отрываться от дома. У меня начинается внутренняя паника, когда я чуть подальше отъезжаю. Ощущение, как будто все мне это снится, и реально у меня нет ни дома, ничего, что это все мои мечты, просто это мои фантазии. Это вот я сейчас проснусь, меня ущипнут, я проснусь в том же доме, в той же комнате, они все рядом, и все скажут, что я никчемная, ничего не добилась, никто я, звать никак, все надо мной смеются и все такое, понимаете? Вот эта детская травма, она останется на всю жизнь. И поэтому я не люблю покидать свой дом. А это мой дом. Я все время убираю, чищу, протираю, все трогаю эти вещи для того, чтобы все время убедить свой мозг в том, что это реальность. Я здесь есть, я этого всего добилась, я смогла, я могу, меня знают и так далее. Звучит, может, смешно, кто-то скажет, да ну, не верю, чтобы такой человек, она жила в страхе, в душе. Да, вы много чего не знаете, но даже самые сильные личности в глубине, в душе, те самые дети, которые сидели в углу и ждали своей участи. Потому что было вечное обещание, что убьем, повесим, искалечим, выкинем в реку, закопаем, никто не узнает, в лесу оставим. В общем, вот это вот вся моя жизнь, это закопаем, убьем, отравим, расчленим и прочее. И вот смотрите, казалось бы, мир внешний, который должен был меня пугать, он был надежный, он был убежищем, и мне там было спокойно. Я не боюсь мира. Вот поэтому, когда некоторые люди, глупые люди, меня запугивают там тюрьмой, еще какой-то хренью, вы понимаете, вот все, что вы перечисляете, это уже давно пройденные этапы моей жизни. Это то самое уютное место, которое меня спасало от этой семьи, если можно так назвать, от этого дома. Она меня ограждала и спасала. Я не боюсь ночного леса, я не боюсь ночного кладбища, я не боюсь ночной дороги. Я не боюсь чужих людей и остаться у них дома. Потому что я всегда начеку, я знаю, как себя вести. Я знаю, как выбирать людей, с которыми можно быть рядом. Уже нет такой нужды давно. Но в любом случае, я не боюсь заброшки. Я не боюсь там переночевать. Я не боюсь переночевать в бане ночью, пока отец пьяный ищет меня по дому. Я там в бане закрылась. Он просто не задумался, что я могу в бане быть. И он там меня не нашел. Вообще не нашел. И когда мне моя мать говорила, что не приходи домой сегодня, если ты домой придешь, я тебя прирежу ночью. И, конечно, я не приходила домой. И, конечно же, я лгуня, и, конечно же, это неправда, никто мне таких вещей не говорил. Это все я придумала, это мои детские фантазии. Но когда ты начинаешь трясти их просто, вот как котят, вот так за шкирку берешь и трясешь уже
с высоты своего полета и говоришь: рот закрой и слушай меня внимательно. Вспомни вот этот день. Вот это все так и было, правда ведь? Ну, прости, но минуту назад ты была лгунья. Это неправда, это не серьезно. Знаете почему? Потому что твоя боль не считается чем-то серьезным. Когда тебя не любят, ну, не думают, что это тебя должно травмировать. Кто ты есть, чтобы думать о твоих чувствах? Ты никто. Абсолютно. И вот когда ты это все переносишь, переживаешь, и это все меняет тебя и умирает прежнее, и воскрешает новое, я не просто так назвала себя тем именем, которым меня бабушка звала в детстве. Потому что я сделала себя сама, я абсолютно другой человек. Я не та, как меня назвали, как меня родили, я та, которая сама себя родила и привела в этот мир. Вытащила из болота. Многие застряли в болоте. Так вот, рецепт силы внутренней – это страшная жизнь, страшное детство. Мое детство было прекрасно до того, как меня родители не привезли к себе. До этого было прекрасно, поэтому я всегда вспоминаю как сказочное время. Невероятное, красочное, яркое время. Но после все закончилось. Все закончилось, и так должно было быть. И вот иногда я задумываюсь, а для чего дают эти испытания маленьким детям? Для того, чтобы маленькие дети, став взрослыми, не боялись мира, жизни. Там жизнь. Не дома, не в уютной кроватке. Там, на заброшке, жизнь. Жизнь на улицах. Жизнь в лесу. Жизнь на кладбище. Жизнь в бане ночной, закрытой, в которой тебя духи эти берегут. И когда он проходит пьяный ссором, я найду, прирежу, и когда он с топором ходит по огороду, ищет тебя, и ты притаилась в этой бане и глазами полной страха и ужаса наблюдаешь за ним, потому что если он захочет, он просто разрубит, откроет двери, и тебя в живых не будет. И когда твоя мать спокойно сидит дома, пьет чай, потому что ей насрать, убьют тебя или нет. Ей так даже лучше. Его посадят, избавиться от него, и от тебя избавиться сразу же одним. Как там, одним выстрелом 2 зайцев уложат в могилу. И ты понимаешь, что он проходит, он везде заглядывает, смотрит, но как будто бы его уводят в сторону. И он тебя не видит. И он идет домой. Вы знаете, вот мои знания. Иногда меня спрашивают, откуда эти вот знания столько. Ну, во-первых, у меня есть лекция, где сказано, откуда ведьма столько знает. Я вам объясняла уже, что та самая сила, душа, дух, как хотите, родовая сила, которая от одной ведьмы переходит к другой ведьме, со всем опытом, видением мира и прочее. Это первое. Второе. Подсознательно ведут. Сны подсознательные какие-то, то есть подсказки, жизненный опыт. Ну и плюс, если ты еще грамотный человек, образованный, это все в нужное русло потом пускаешь. То есть ты понимаешь, ты начинаешь объяснять по-научному, литературно, как, что, почему происходит. Вот, например, те самые 13 врат в Нави. Конечно же, когда я повзрослела, я поняла, что это существует. Я это нашла в умных книгах, я начала читать, изучать. И вот как бы разделила, список составила этого всего, и так и есть. В детстве мы снимали дом, и через дорогу там в одном же, можно сказать, в одном дворе жила хозяйка этого дома. Ну, недолго мы там побыли, 1 зиму, по-моему, потом уже другой дом снимали. Баба Дуся. И вот я заметила, что когда я сидела
когда наш папаша пьяный приходил, и я сидела возле печки зимой, печь горела, естественно, и я шептала: пожалуйста, сделайте так, чтобы он уснул, сделайте так, чтобы он уснул. И он как-то так непривычно для себя ложился и храпел. И мы, в общем, освобождались от побоев. А когда я этого не делала, не получалось мне там подойти к печке. Или боялась, что попаду в поле зрения. Он всю ночь терроризировал нас до утра. Я просто заметила, что то, что я говорю возле печки, сбывается. Потом я начала просить сдать экзамен, сдать там какие-то, чтобы диктант написать, чтобы мне контрольную поставили. И оно получалось. И я как-то спросила у этой бабушки. Я говорю: баб Дуся, а почему вот когда возле печки я что-то говорю, сбывается? И она, конечно, женщина неграмотная, сельская, обыкновенная женщина, бабушка. Она сказала, что, мол, а потому что там домовой живет, он нас слышит и помогает. Печка, матушка, она ж кормилица, там сила, великая сила скрыта. И я поняла, возле печки сказанные слова не сбываются, надо говорить только хорошее. А почему сбывается, это я позже поняла, что это портал, что это соединение сил, и там и двери открываются в иномире. Это после. Но вначале вот своим опытом мне приходилось экспериментировать, чтобы выжить. Я начала понимать определенные вещи. Если как-нибудь получится и привезут мои тетради, которые я писала и списывала в 5 классе, 3, 4. Там рассуждения философские, детские, конечно. Рассуждения о жизни, о мире, о том, что из чего вытекает. И заговоры наивные про солнце. Как солнце встает, так, чтобы вот так случилось. Потом я поняла, что оно существует. Просто вот подсознательно тебе это передают. Ты позже понимаешь, к чему это было. И мне приходилось выжить. Мне нужно было что-то сделать, чтобы себя защитить. А кто бы меня защитил? Никто. Родственники, у них свои семьи. Да и не верили они, что с нами так... верили, конечно. Они знали, что он подонок, и знали, что мамаша у нас психопат. Потому что, когда мы говорили, что: мам, ну почему ты не улыбаешься ни разу? Она говорит: я вам что, шлюха улыбаться? Это шлюхи, бляди, улыбаются все время. Нормальные женщины не улыбаются. Смешно сейчас, конечно, но мы были уверены, что только шлюхи могут улыбаться. И вообще, если я улыбнулась, значит, понятно, кто я. Она внушала мне, что я буду убивать людей, что я убийца расту. Понимаете? Ребенку. Ты будешь убийцей, ты будешь людей убивать. По тебе видно. Я знаю, что ты такая будешь. И я играю с детьми на улице. Мне было 5-6 лет, где-то так вот. Я ловлю себя на мысли, а вдруг я хочу их убить? А я не захочу, я боюсь. И я начинаю себе накручивать, что у меня рука тянется к камню, что я хочу в них швырнуть, наверное. Не, я пойду домой, а то я их поубиваю, потом меня посадят в тюрьму. Я пойду домой, я не хочу играть. Я боялась выходить играть. Мне говорят: что с тобой? Ты почему не хочешь на речку? Я думала, а вдруг мы пойдем купаться на речку, я их утоплю. Мне же мама сказала, что я буду убийцей. Я боюсь, я не буду с ними. Лучше я никуда не пойду, чтобы мне не хотелось ничего с ними сделать. Это нормально. И эти люди не видят в этом ничего плохого. Ну, сказала я там, ты меня разозлила, я что-то там сказала. А если сказать ей, что я пошла есть траву, потому что мне говорили, что трава ядовитая, я ела траву, чтобы умереть, потому что я подумала, лучше я умру, чем я кого-нибудь убью, и потом меня будут помнить как убийцу. Я сейчас хочу умереть, пока я ничего не сделала плохого.
Как вы думаете? И когда общество говорит, прощайте, или психологи всяких мастей тупорылых, отпустите ситуацию, прощайте. Или у тебя в жизни просто жизнь рушится, вот просто все. Полное же. Надо отпустить ситуацию. Отпускайте ситуацию. Это знаете как? Это все равно как сверх гноя наклейку наклеить, чтобы не было видно. Ну, я не знаю, там какой-то розовый пони приклеить на месте, где гноится у тебя плоть. И вот все же приятно, прекрасно и хорошо. Ничего не видно, отпускаем ситуацию. Когда у тебя гноится плоть, надо лечить этот гной, а не замазывать и закрывать. Это то же самое. Когда у тебя жизнь рушится, тебе нужен стратегический план. Что делать, чтобы исправить, привести в порядок, а не отпускать ситуацию. Ситуацию отпуская, ты себе подписываешь смертный приговор. Ты усугубляешь это все. Если ты отпускаешь ситуацию, когда у тебя гноится плоть, то отравится кровь, получишь сепсис, гангрену, короче, помрешь. Понимаете, даже если грипп не лечить, даже от гриппа можно умереть. От осложнений гриппа. И это самая страшная болезнь. И когда говорят, отпусти ситуацию, прощай, если ты не отомстила в ответ, значит, простила, этого достаточно. И вот остаешься ты на этих заброшках, или ты уходишь, живешь где-то там, никому не интересно, у кого ты живешь, с кем ты живешь. Сомнительные компании, ты молодая. Понятное дело, что всякое может случиться. Как сделать так, чтобы остаться, переночевать и с тобой ничего не сделали, а потом тебе идти некуда? Тебе просто буквально некуда идти, некуда податься. И тебе придется там переночевать. Что делать, чтобы тебя никто не тронул, не убил, не изнасиловал, ничего, не искалечил? Просить определенные силы. А кто у тебя есть? У тебя нет никого. Но ты замечаешь, что ты просишь, ты что-то начитываешь, что-то читаешь, что-то говоришь про себя, шепчешь, и никто к тебе не подходит, и ночь проходит спокойно, ты выспалась, ушла. Вот так я пришла в магию, понимаете, когда всякие примитивные магуйки сидят, рассуждают, уровень ПТУшников, что как должно быть, кто кого должен любить, кто чего, или повторять мои слова неумело. Это люди, которые сами не верят в эти силы. А я жила с этими силами и живу. У меня нет ни малейшего сомнения, что любая ситуация в моей жизни, я никогда не беспокоила людей, своих зрителей. Наоборот, когда переживали за меня в какие-то моменты преследования, я всегда говорила, не переживайте, выплыву, и на сей раз все пройдет. И сейчас никто ничего не сможет сделать, поверьте мне. Почему? Не потому, что я хочу выглядеть такой крутой, что я там, знаешь ли, вообще мне пофигу, я такая вся. Нет, я просто знаю, я просто это проходила, я в это верю, я знаю, я этим живу. Я не раз это видела в своей жизни. Мне помогали в таких ситуациях, вытаскивали меня. Само чудо, что я вообще жива, осталась живу, и меня знают столько людей, это уже чудо само по себе, поверьте мне, для меня лично. И если бы действительно этих сил не существовало, или они не помогали, или я бы не знала, не была уверена, что они есть и помогают, я бы не выжила. То есть с моей жизнью выжить было просто нереально. И всем таким, как я говорю, вы выжили, потому что за вами кто-то следил, кто-то вам помогал, даже если вы этого не знали. Но эти люди знают. Все люди, которые прошли ад на земле, начиная с детства, юности и прочее, они все знают, у каждого есть свой рецепт выживания. И самое главное, они верят в свою судьбу. Они знают, что впереди что-то хорошее есть обязательно. Ради этого хорошего надо идти вперед. У них отключается страх, у них включается просто элементарное чувство самосохранения. Когда первый раз ночуешь в заброшке, страшно. Второй раз так себе. Третий раз это уже твой дом.
Когда ты ночью боишься приходить домой, ты сидишь на лавочке на улице, это страшно. Второй раз это уже не так страшно. Третий раз это твое место. Выгонишь и побьешь любого, кто подойдет там и сядет рядом. Ты становишься хищником, тебе приходится выживать. И уже внешний мир тебя не пугает. Поэтому для таких людей нету страшной темы. Никакой. Они привыкшие ко всему. Закаленные в боях, вся душа в шрамах, которые вам не видны. Просто кто-то носит свой груз на себе, а кто-то внутри. И вот это вот все, что я говорю, учу и объясняю людям, это все пройдено самой. И я понимаю, почему меня выгоняли из дома, почему меня звал внешний мир. Потому что когда-нибудь ты станешь достоянием внешнего мира, ни дома, ни домочадцев. Все сильные люди, они, по сути, в душе одиноки и будут одиноки всегда. Им опираться не на кого. Не потому, что все плохие, а потому, что нет такого же сильного рядом и не будет. Это к ним будут приходить. А у них, они черпают свою силу внутри себя. Они в своем одиночестве спокойно себя чувствуют. Недавно смотрела одну же блогершу или как там. Ой, одинокие женщины, они, может, и притворяются, на самом деле они несчастны. Я не знаю никаких женщин, которые в одиночестве счастливы, хоть какой, но когда есть мужчина, я думаю, да иди ты, куда шла, вот честное слово, иди далеко. Что ты несешь? Не суди по себе, не суди по себе, никакого несчастья в одиночестве нет. Нет одиночества как такового, ты с собой беседуешь, это твоя беседа с самим собой. Когда я иду где-нибудь, сажусь там в ресторане или где-нибудь попить кофе, поесть, и мне говорят, вы будете одна? Я говорю, нет, я с собой обедаю. Да, я сама собой обедаю, я сама собой говорю, я сама себя успокаиваю, я сама себе показываю дорогу, я сама говорю, что нужно, я сама знаю, что я такая родилась в одиночестве. С самого моего детства я была не нужна, я была одинока. Понимаете, я пришла во враждебный мир, где меня не любили. И что мне надо было делать? Ненавидеть этот мир? Да, наверное, имела право моральное. Но я выбрала другое, я полюбила. Я полюбила этот мир, который меня не любил. И мир меня полюбил взамен. Я приехала в Россию, меня не любили, дразнили, унижали в классе. Я была не русской. Что мне надо было делать? Ненавидеть Россию. А я выбрала другую тактику, я ее полюбила. И она полюбила меня в обратную. Я приехала в Москву, Москва жестокий город. Не все выдерживают Москву, миллионы людей приезжают и уезжают. Москва – это школа жизни. Москва сделала меня такой, какая и есть. Я ей благодарна. Она даже от себя далеко не отпустила. Всего-то 20 километров. И это тоже, можно сказать, Москва, Подмосковье. Я должна была ненавидеть ее. Многие ее ненавидят. Приезжают, грязный город, аферистический город. Ненавижу. Жестокий город, цены такие. Все, что дает, это все забирает обратно. Я должна была ее ненавидеть. А я ее полюбила. И все. Поэтому я всегда говорю, один рецепт для счастья, самый главный. Люби. Люби свою работу. Если не любишь, бери другую работу. Не делай вопреки. Не ходи туда, как на каторгу. Это глупо. Ничего оно тебе не даст. Если не любишь страну, в которой живешь, уезжай. Это невыносимо, это ад, жить там, где ты ненавидишь эту страну или землю. Не любишь человека, не живи с ним ни ради чего. Ради общества, детей, чушь собачья. Не надо, никому это не надо. Тебе потом в конце скажут, а кто тебя просил? И будут правы. Ты когда что-то делаешь, и ты заранее знаешь, что не оценят, или думаешь, что оценят, не фантазируй себе, не выдумывай то, чего нету. Не обязаны они ценить. Ты для себя это делаешь. Когда я кому-то что-то делаю и делала в жизни, я не упрекаю никогда. Я выбрала, я так хотела. Меня никто не заставлял. Другое дело, когда ты столько делаешь, и человек тебе столько дерьма, ушат
на голову льет. Конечно, ты скажешь пару слов: извините, подождите минуточку, а я столько для тебя сделала. А тебе вообще не стыдно, нет? Может, хватит? Иди вон отсюда. Вот если только так. Но сидеть: ой, я вот столько сделал, я вам сделала, этим сделал. Ну и что? Ты хотела, ты решила это сделать. Тебя заставляли? Нет. Ну, я думала, что оценит. Думала и передумывай, не оценит. 1 из миллионов оценит. Вы знаете, сколько людей мне пишут постоянно? Просят, просят, просят. И постоянно говорят одно и то же. Ой, я так хотела вам сказать спасибо, откупиться. И обязательно, вот я даже вот это вот думала, и не знаю, как это сделать. Я смотрю всю нашу переписку с 2020 года по сей день. Уже 6 лет прошло, 7-й год. Человек все время приходит с просьбой, перед этим пишет: я очень хотела откупиться, очень вот не получается. Ладно, там не из других стран, как сейчас все это закрыто. Здесь находишься, в России живет человек. Очень хотела откупиться и до сих пор 6 лет никак не может, но каждый раз приходит, мне напоминает. Я 1 раз просто говорю: вы знаете, не надо мне напоминать и говорить об этом. Пришли с просьбой, ну и попросите. Не нужно мне говорить, мол, вот я собираюсь тебе что-то отправить, так что заранее отрабатывай. Имею в виду, я обязательно что-то отправлю. Я говорю: я вам помогаю не потому, что вы каждый день мне лапшу вешаете о благодарности и про откуп, а просто потому, что мне вас жаль как человека. Ну вот не захочу помочь, больше не помогу. Зачем вы так? Я собиралась. Я говорю: кто хочет, тот делает. 6 лет тебе не говорят каждый раз: вот мне эту просьбу тоже выполни, я обязательно, я все помню, я всегда помню, я очень благодарный человек. Нет. Смотрите на этих горе-блогеров, некоторые из них сейчас в тюрьме сидят и прочее, когда они просто выставляли свои карты и говорили: отправляйте, вот покажите, насколько вы, с какой суммой денег вы можете способны расстаться. Это начало вашего выздоровления. Выздоровление от чего, не знаю, от денег. И люди отправляли, и каждый раз собиралось по 12-20 миллионов. Просто так человеку отправляли. Зачем? Просто. Она сказала: просто отправьте ей. Понимаете? А когда есть настоящая помощь, годами будут ходить вокруг да около. Стоишь ли ты того, чтобы 100 рублей тебе перевести? А зачем это надо? Ты же уже помогла. Уже сделано же. Не задумывается, что есть за все цена в этой жизни. И за известность есть цена, которую я плачу. Да, это цена одиночества. Это абсолютное отсутствие личной жизни, личного счастья и прочее, очень много всего. Это что? Это ты платишь. А в чем я счастлива? Я счастлива в своей работе. Я счастлива, что мне дали очень много возможностей, талантов, и я могу их осуществить. Что мои песни пошли в народ, люди начали уже клипы делать с моими песнями. Я не против. Я для этого и сделала качественные песни, достойные, которые приятно подпевать. Но то, что у меня получается за 15 минут написать песню, правда, несколько часов мы подбираем мелодию, все это нелегко. Но в любом случае, у некоторых певцов нет в репертуаре столько песен, сколько мы за полмесяца создали. Мы, потому что я стихи, а там уже подбираем, да, естественно. Как так получается? Это не за 15 и 20 минут я пишу стих. Я пишу стих за 45 лет. Это опыт 45 лет, которое собралось воедино и позволяет мне очень быстро что-то создать. Друзья мои, я никогда в жизни не буду говорить то, что не испробовала на себе. Силы, которые меня
абсолютно несчастного, нелюбимого, битого ребенка привели к тому, что мой опыт жизни пригодился огромному количеству людей, вывели меня в свет, в мир. Я не миллиардер, но есть миллиардеры, которые не оставят, то есть не оставят свой след в этом мире. Их миллиарды потом куда-то уйдут, и все закончится. Имя и труд для вечности, который останется. Дали мне возможность это сделать. Это могущественные силы. И только через свой опыт жизненный, поняв, что меня защищали эти силы, и почему так получалось, а не иначе, я начала делиться этим всем с людьми, говоря о том, что не складывайте лапки, не сдавайтесь. Если вы действительно начнете обращаться к ним и просить, за очень короткое время они исправят вашу жизнь. Мне иногда говорят: вы знаете, я подругам посоветовала, не советуйте мой канал. Потом вас же будут обвинять потом в колдовстве, что вы ведьмы. Не советуйте, люди очень ограниченные. Вы не видите, в каком обществе мы живем. Ограниченные люди, абсолютно примитивные, жалкие. Они придут к тебе, воспользуются этим, поменяют свою жизнь. Завтра где-нибудь кто-нибудь скажет: ой, это от бесов, это нехорошо, ты что? Они: ой, блин, ой, это она меня вот надоумила, ой, извини меня, батюшка, простите все. Все потеряет в жизни. И будет как дура говорить: вот это мне за то, что я колдовством занималась, а вот это... Нет. Просто ты пришла к этим силам, попросила, они тебе помогли. Потом ты сказала этим силам: пошли нахер. Не нужны вы, плохие. Не трогайте меня, не помогайте. Все, они перестали помогать. И ты ушла в то дерьмо, откуда вышла. Весь сказ. Никакой расплаты нигде нету, никто ничем не заплатил. Это силы, которые изначально были и существовали во Вселенной, чтобы помогать человеку. И ты приходишь, просишь, тебе помогают. Вот ты приходишь и говоришь: дайте мне мороженое. Они тебе дают. Дайте мне пирожные, пожалуйста. Потом приходишь, говоришь: пошли нахер вы со своим мороженым, пирожным, мне ничего не надо. Хорошо. Больше ты их не будешь есть. И у тебя вдруг рушится жизнь. Почему? Потому что больше нету этой защиты, которая тебя предупреждает, помогает, вовремя дает руку, вытаскивает из дерьма. Ну, нету. И все рушится, сыпется. И ты говоришь: вот, потому что я когда-то послушала эту дуру, пошла в эту ведьмину избу, взяла какие-то ритуалы, вот это мне расплата за все. Ну, потому что ты дура, потому что ты вместо торта захотела дерьмо есть. Иди кушай свое дерьмо, радуйся и хвали. Какое прекрасное дерьмо, и это все не от бесов. Если сила, которая помогает в трудную минуту, должна быть плохой, а сила, которая тебе говорит: страдай всю жизнь, должна быть хорошей, то с такой логикой человечество, не зря идет к своему финалу. Благодарить за мучение и хаять помощь. Ну и все тогда. До свидания. Поэтому не всем это дано, друзья мои, не всем. Не все заслуживают хорошо жить, не всем дано видеть истину, не у всех глаза видят. Знаете, глаза видят, но разум слепой, понимаете? Поэтому живите сами. Не надо вытаскивать из дерьма тех, кто в этом дерьме живет, и это их стихия. Но вы сами, как разумные люди, берите пример и пользуйтесь. И самое главное – это развитие, когда люди орут о магии, о том, что они магией занимаются, но сами, когда им что-то не так, бегут по судам, милициям, когда они сразу же, как только начали преследовать, одна кричала все время, там, снимала какие-то антихристианские ролики, там, проклятия какие-то отправляла всем подряд и так далее.
И вдруг начала говорить о святых, пошла в церковь, иконы стала какие-то отправлять куда-то. Это о чем говорит? Страх, испугалась. Она думала, таким образом смягчит вот это воздействие. Это значит, человек не верила в магию. Кружится на ведьме, которая не может себя защитить, которые ходят по милициям и прокуратурам. Зачем? Если человек сделал зло, он заплатит, если я захочу. Или махну рукой и накажут силы, как захотят. Или я сама решу, как надо. Но зачем мне ходить туда-сюда? А в чем тогда твоя вера? Ты говоришь одно, потом делаешь другое. Это значит, ты просто преподносишь те темы, которые, востребованы в этот момент. Самый ходовой товар. Или люди, которые на порчах устроили целый бизнес. Каждая порча – это борьба. Это борьба с эгрегором, который за спиной этого человека. Пусть христианским, исламским, да родовой силой. Это убрать его защиту нужно. Когда говорят расплата за порчу, это расплата только заказчику. А ведьме ничего не бывает. Ей это дано, она это делает. Но это уносит очень много сил, энергии. Либо за эту порчу нужно чуть ли не 1 миллион заплатить, чтобы ты отошла со всех дел своих и только этим занималась. Либо вообще не трогать. Но когда оптом делают порчи по 50, 20, 40, 700 порч в неделю, вы знаете, какая это энергозатратная работа. Поэтому, когда мне делают гадость, я предпочитаю просто отдать в руки сил. Уже давно. Настолько я не хочу тратить на них силы и время. Порча – это очень энергоемкая, затратная работа. Это не просто делать. Вот это и говорит о том, что люди понятия не имеют о магии. Не было у них опыта. Никакого. Они просто сели, увидели, почитали где-то, захотели открыть свой бизнес. Потому что очень много глупых баб, которые бегут за приворотами, за какими-то порчами, на свекровь, на соперниц, еще на кого-нибудь и прочее, прочее. На таких рассчитано всегда. Как говорят, дураки – это самая крутая организация, у них везде свои люди. Так вот, друзья мои, и тем людям, которые в своей жизни мало чего добились и сидят, думают о причинах, я вам скажу. Это у меня рыжик мурчит. Не бойтесь внешнего мира. Не бойтесь мира вообще. Я вообще думаю, что чем мы старше становимся, тем больше милосерднее относимся ко всем. Почему? Потому что мы понимаем, что мы все здесь гости. Мы смотрим на каждого человека и понимаем, что ему нелегко в этом мире жить. Что у него очень много бед, проблем в семье, в жизни. И нам хочется облегчить наше существование, помочь друг другу здесь, жить более-менее хорошо, не мучиться, без мучений. Потому что мучений и так хватает в этом мире. Со временем ты учишься жалеть даже врагов, понимаешь, что они-то свое наказание еще как получили и получат не раз. Хотя не всех, конечно, не все заслуживают этого. Да, Рыжик? Не бойтесь внешнего мира. Вся мудрость там. Я не говорю, не призываю идти, не ночевать на кладбищах, как я. Нет, конечно. Если у вас нет такой нужды, то я вам по-доброму завидую. Но если вы в жизни что-то прошли, не задавайте вопрос «за что?». Спросите «для чего?». Для чего я прошла это все? И напоследок повторюсь еще раз. Когда-то ситуация была такая невыносимая. Просто вот хотела, чтобы меня кто-нибудь отключил. Знаете, вот так вот раз и как свет выключили. Выключили просто. Иногда бывает такая страшная боль в душе у человека, что человек решается уничтожить себя для того, чтобы эта боль утихла внутри.
чтобы просто успокоилась она внутри. Невыносимо с ней жить. И вот такой момент, и я иду, и у нас там есть такой пустырь. Мимо кладбища, там дорога идет. И я иду домой и рыдаю в голос. Никого нету. Тишина, знаете, в ответ. Просто рыдаю, очищаю душу. Уже невыносимая боль. И вдруг мне приходит мысль. Вот, кстати, чтобы вы понимали, в тот момент, когда ты это испытываешь и проходишь, это так отвратительно. Очень отвратительно. Вот некуда идти. Никто не хочет связываться, никто не верит. Или верят, ничего не делают. И общество, там все-таки родители, надо уважать, любить. За что и почему никто не проясняет. Отвратительное внутреннее чувство. Ты себя чувствуешь просто таким ничтожным. Очень ничтожным, ненужным. Потому что тебе внушили, что вот это ты виновата из-за того, что у тебя такая жизнь и судьба. Не знаю, как передать, как вообще это переживают люди. Для меня загадка, потому что я сама не знаю, как это я перенесла, и невыносимо все это. И вот это вот состояние, я иду, и вдруг кто-то мне как будто сказали в голове моей, голос прозвучал, это для чего-то надо пройти. Так надо это пройти. Это для чего-то ты проходишь. Вы знаете, вот как будто вот прям рукой сняло, вся эта боль исчезла. Мне так стало легко. С того момента, наверное, я стала сильным человеком. Вот с этой секунды. Я это очень ярко помню. Что, видимо, тот, который хранитель мой рядом уже не выносил мои вопли. И он просто мне сказал. Знаете, такая песня есть. Сказал тебе ангел немного потерпи. Ну, у меня не ангелы были рядом, а кто-то другой. Но он сказал мне, вот такой вот мужской грубый голос прозвучал или в ушах, или в голове, как мне казалось, или вокруг, вот фон. Это надо для чего-то пройти. Это тебе нужно для чего-то пройти. Так надо. И я задумалась, наверное, да, наверное, я эту боль должна пройти для чего-то. Для чего-то оно мне пригодится. А я вам скажу для чего. Для того, чтобы, когда будет более страшная боль, вот та боль, которая тобой пройдена, тебя защитит. Тебе уже будет нипочем. И вот хочу вам сказать, может быть, вам тоже поможет, если у вас такое. Это надо для чего-то пройти. Это не просто так ты сейчас проходишь. Потому что когда проходишь просто так, обидно. Не хочешь смириться с этим. Больно, злишься. Почему? За что мне вот это? Что я сделала не так? Я же нормальный человек. И ты не хочешь смиряться с этим. Ты не хочешь соглашаться, что тебе надо вот пройти эту душевную боль. Зачем со мной так делают? А вот когда тебе говорят, или ты сам приходишь к такому выводу, что я, наверное, это для чего-то прохожу. Что ты участвуешь в чем-то, понимаете? Принимаешь участие в чем-то таком. Ты какой-то винтик какого-то большого проекта. Значимость свою поднимаешь. И это правда. И вот в такой момент ты становишься сильным человеком. И боль отступает. И как сказал Македонский, человек, который победил самого себя, он победит весь мир. Не бойтесь мира. Да, он хищный, злой, но он может быть и добрый.
Лично для меня заброшка была милее, чем комната. Чужие люди были ближе, чем свои родители. Ночная дорога была более безопасной, чем дома у себя. Ночное кладбище было намного приятнее и теплее, чем кухня, где творилось нечто страшное. Ночевать в чужом доме было намного безопаснее, чем ночевать в своем доме, где твой отец одеяло поднимал и бил тебя наотмашь, потому что он так захотел, потому что ему показалось, что ты там что-то сказала во сне, какое-то имя назвала, какого-то парня. Чужие люди были ближе, чем своя предательская мать, которая для того, чтобы тебя избили и наказали и унизили, врала, что ты на свидание собираешься. И поэтому, когда дышат на тебя холодом, пускай в старости своей не ждут тепла. Этот холод будет возвращаться и заморозит. И поэтому, когда узнаю о смерти кого-нибудь из них, я просто отправлю сестре деньги и пусть хоронят. Последний долг выполню. А я не умею притворяться. И не собираюсь. Что я должна? Ой, мамочка моя родная, дорогая, любимая, как же я без тебя? Ну, что я должна говорить? Или папочка мой хороший, любимый, милый, дорогой? Нет. Это назидание. Может быть, те молодые родители, которые будут на их похоронах, посмотрят и скажут: нет, я не хочу быть таким родителем, чтобы мой ребенок на мои похороны даже не пришел. А как еще мы дадим понять чудовищам, что то, что вы делали, это было чудовищно? Как? Чудовище, ты делал все, что хотел, ты уничтожил душу. Ничего страшного. Ты же родитель, тебе все можно. Придем, с почестями тебя похороним. Нет. Не будет такого. Каждому свое. И это не озлобленность. Нет, совсем. Уж давно нет озлобленности. Жалость какая-то. Это справедливость. Если мы не наказываем зло, мы такие же злые. Если мы не наказываем подлость, мы такие же подлые. Мы даем возможность злу распространяться и царить, царствовать в этом мире. Только порицанием живет общество. Порицанием подлых, мерзких поступков. А если там, ну ничего страшного, ну что, бывает же, ну что теперь делать-то? Так говорят те, у которых на мозоль еще не наступили. А если наступят, такое скажут, что волосы дыбом станут. У нас была одна женщина, Карина ее звали. Ходили там во всякие баптистские собрания, что там читали. В общем, святые люди, верующие. Это еще в детстве моем в нашем селе. И вот какая-то была баба все время скандальная, все время на всех кидалах, оскорбляла, вот такая вся. И вот все время цепляла эту Карину. И она раз, два, и потом уже не выдержала. Начала с ней вступать в перепалку. И ее подруга говорит: Карина, ну ты верующая женщина, Библию читаешь. Нельзя, тебе не надо так отвечать. И я помню, как она сказала: да идите вы уже. Эта Библия тоже, человека совсем в тряпку превращает, совсем отбирает у нас право за себя заступаться. Пошли нахер все. Кинулась на нее за волосы и начала ее трепать. И вот эта вот баба, у нее такой шок был и ужас, она испугалась, отрынула назад от испуга. Не ожидала. Пока ты слабая, с тобой делают, что хотят. А когда ты даешь отпор, тебя уважают. И вот с тех пор я знаю, что она в эти собрания больше не ходила. И вообще, видимо, устала быть вот этой барашкой, которую можно кому угодно. Там все пинают, оскорбляют. А ты терпи, ты нельзя, Боженька накажет. Терпите, если вам хочется. Мои боги мне говорят: за добро отвечай добром,
а за зло по справедливости. А то как получается в этом мире? А зачем быть добрым тогда? Если и добрые, и злые будут одинаково с почетом похоронены, с почетом вспоминать их, любить, обожать, уважать и добрых, и злых. Так на кой черт быть добрым? В чем смысл тогда быть хорошим человеком? Если и хороший человек, и подонок, и падла одного уровня. Разве это справедливо? Нет. Вот за добро воздай добром, а за зло справедливостью. Каким ты считаешь? Как тебе кажется? Кому-то кажется, что тот, который переехал на своей машине его ребенка, достоин смерти. Кто-то думает, пусть в тюрьме посидит, это еще хуже. Кто-то говорит, пусть живет, каждый день помнит, что он сделал. У каждого своя справедливость. Кому-то легче, когда обидчик в могиле, и он живет спокойно. А кому-то кажется, что жизнь – это худшее наказание для него. Понимаете? Справедливость, она так относительно. У каждого своя справедливость. Кто-то более кровожадно хочет мстить, а кто-то по-другому. Да, Рыжик? Ой, Рыжик. Пришел, лег, мурчит. Вот, собственно, все, что я хотела вам сказать. Всем удачи.